Приветствую вас, друзья! И мы продолжаем наш курс, продолжаем глубинное познание истины. Это видео будет очень интересным. Оно ответит на многие вопросы вашей жизни. Мы шли к этой точке. Мы в этом видео получим ответы то, о чем мы говорили в самом начале на приглашении. Самое главное то, что вы сможете самостоятельно понимать, что происходит, принимать решения и быть уже, скажем так, ясновидящими, а не идти вслепую. Это видео будет исследование, и мы для начала сделаем наше исследование, ну а потом уже проговорим, что к чему. Напоминаю то, что мужчины исследуют состояние восприятия вибраций левой рукой, женщины исследуют состояние восприятия вибраций правой рукой. Рекомендую хорошо перед этим успокоиться, настроиться, привести себя в гармоничное состояние для максимального восприятия состояния того, что мы будем исследовать. Также для тех, кто смотрит только это видео, рекомендую просмотреть предыдущее видео, хотя бы ту часть, которая называется «Лестница миров», чтобы понимать, о чем мы говорим и что мы исследуем, потому что это будет как бы вырвано из контекста. Итак, приступаем. Будем исследовать вот такую вот, скажем так, я не буду пока говорить, что это. Вот такой вот предмет. Попросим нашего оператора навести на него камеру с фотоаппарата и вот исследуем вот эту вот желтенькую штучку, что она излучает. Настраиваемся. Наше сознание направляем на эту точку. И как бы отражение качества того, что излучает этот объект, воспринимаем на нашей ручке и слушаем, какие вибрации, в какой части ладони, что мы чувствуем при этом не только на ладони, в руке, что мы при этом чувствуем в сознании, что мы при этом чувствуем в сердце. Исследуем это, и это даст нам более полную картину о том, что это и какое качество несет этот предмет в этот мир. Для тех, кому нужно больше времени, можно поставить видео на паузу. Ну а мы приходим к объяснению и, скажем так, получаем ответы на интересующую нас информацию. Итак, друзья, это замечательная реликвия. Открываем карты, значит, что это такое. Значит, я уже исследовал ее много раз, я знаю, что это такое. Она несет, я надеюсь, у вас получилось это прочувствовать, прожить. И даже в какой-то степени надеюсь, что вам удалось уловить резонанс с этим. Эта реликвия несет высочайшие божественные вибрации, высочайшей частоты. Если бы вы обладали духовным видением внутренним, или кто обладает, то увидит, как вот эта маленькая штучка сияет здесь в пространстве, подобно духовному солнцу. Она реально излучает божественный мир и активизирует, преобразовывает все вокруг себя. Итак, что же это такое? Отвечаем на этот вопрос. Это маленькая частичка тела, кости,
величайшего посвященного Сергия Радонежского. Это то, что называется в христианской традиции мощи. И тут мы приходим к ответу на те вопросы, которые мы говорили. Если помните, мы говорили в начале, вот исследовали камушек. Это достаточно простой камушек, но он, если помните, излучает очень хорошее, высокое духовное состояние. Есть бриллианты, которые можно подобрать помощнее, которые действительно несут вибрации духовного мира и качества большого. Но обратите внимание, вот камень и вот эта реликвия излучает гораздо сильнее. Гораздо сильнее. Более того, если здесь излучение это идет по своей сути более пассивного характера, здесь это уже осознанная духовная божественная сила. То есть она не просто, скажем так, светит как лампочка, включилась светит, выключилась не светит. Она сознательно может взаимодействовать с окружающим миром и с окружающим пространством. Это всего лишь частичка маленькая, она как срезанный ноготочек, как маленький срезанный ноготочек. Представляете? А что излучал весь человек? То есть это то, о чем мы говорили. Это то сознание, которое прошло весь путь сотворения, весь путь преображения, весь путь эволюции и вернулось обратно к божественному состоянию, но уже в сознательной форме. И она насколько близко уже к божественному миру, что трансформирует саму плоть, саму материю. То есть, представляете, это осталось маленький кусочек материи, но когда душа присутствовала при жизни в этом теле, сознание настолько было открыто Богу, она насколько восприняла божественные вибрации и единство с Богом, что преобразилась душа, она стала святою. И насколько сильно было уже это излучение, то есть душа уже насколько была преображенная, насколько чистая, что начало преображаться эфирное тело, энергетика физики, и само тело начало преображаться. И в конечном итоге сами кости начали излучать божественное сияние. Это очень интересный факт, потому что святые есть разного уровня. Есть те, которые пришли к святости души, и их тело, да, сохраняет определенные божественные вибрации, но оно может быть разного, там, от 50 до 70% излучения. Эта же часть этого святого, она насколько уже близка к подобию Иисуса Христа, что буквально по какому-то Божьему промыслу, по какой-то милости, может быть, самого святого, он оставил здесь это тело и не вознесся вместе с ним. Оставил его для того, чтобы оно было источником излучения божественного мира и исполняло истинное предназначение, то, что делают храмы, а именно вести людей к божественному состоянию. И когда человек загрузился, потерялся, не знает, что делать, у него проблема, он закрылся от Бога, его окутали вибрации тяжелые, каких-то трагедий, обид и так далее, и он приходит в храм, он подходит к мощам святого, то поле излучения своей тончайшей, всепроницающей силой преображает, активизирует потенциал духовный сам человеке, преображает всю вот эту грязь, груз, который на себя нацепил, и человек активизируется, возвращается к Богу, к подобию. То есть это даже уже просто само тело. К сожалению, это знание потеряно, никто об этом не знает.
Я даже вот смотрел недавно видео, попалось на ютубе, где разговаривают два священнослужителя. Один христианского направления священник, другой баптист. И баптист говорит: вы, говорит, ваша вера там неверная, неправильная. Ну, это я так, в 3 словах. И судья говорит: вы учитесь людей поклоняться мертвецам, мертвому телу, это идолопоклонничество там и так далее. Христианский священник ему что-то отвечает, там пытается парировать, и он чисто ситуативно прав, потому что каноны, скажем так, православной церкви ортодоксальной были написаны святыми, а они знали это и понимали. И сейчас они просто следуют этим канонам, уже сами не зная даже, для чего они были сделаны, но он ситуативно прав. Но по сути он тоже этого не понимает и объяснить не может. И баптистский, который священнослужитель, говорит: вот мы следуем Библии, мы вот правы, мы вот все делаем как по Библии. На самом деле это следование ментального уровня, на самом деле с уровня манипуры, то есть животного мира, и по сути спор такой, ни тот не знает, о чем идет речь, но здесь мы с вами раскрываем все эти вопросы, чтобы вы понимали. То есть нужно понимать, что не нужно как бы с одной стороны привязываться и зацикливаться, чтобы это не было действительно как объектом поклонения, потому что цель-то наша, Христос чему учил? Чтобы мы пришли к Его подобию. То есть мы должны стать вот этим. Мы должны стать вот этим, потому что если вы протестируете состояние тела другого человека, состояние костей его, вы услышите, что это состояние тлена, состояние разложения, состояние очень грубых, низких вибраций. Это же излучает как солнце. И это был человек точно такой же, как вы. Просто в один прекрасный момент он решил, что он идет туда, что он становится другим, что он больше не разменивается на временную дешевку. И в результате он становится духовным солнцем для всех. Это величайший святой. Об этом можно говорить долго. Души такого состояния, как Сергий Радонежский, ну, много таких было на самом деле. Это не просто люди, которые души пришли в своей жизни и пришли к состоянию святости. Это души, которые изначально уже прошли этот путь эволюции, которые уже достигли святости в прошлом, и они пришли сюда сугубо для служения человечеству, чтобы поднять их к божественной расе, к божественному состоянию. Даже интересный такой эпизод в акафисте Сергия Радонежского. Я когда изучал, мне было очень интересно. Там есть такой момент: благодарим тебя, Сергий Радонежский, что оставил нам свои честные мощи. То есть, если благодарят за то, что оставил, значит, мог и не оставить. А действительно, по своему состоянию он близок к вознесению, к подобию Христову, и реально мог и вознестись с телом. Но это другая тема, очень интересная, но она более такая для подготовленного уровня. Вот это та точка, по сути, к которой мы шли. Наш курс еще очень много интересной информации, мы будем все глубже и много интересного разбирать, вы узнаете очень много, но это та точка, к которой мы шли, чтобы вы наконец поняли, кто еще в этом не разобрался, поняли, как отличить истинное от ложного, правду от лжи и полуправды. И когда вы собираетесь на какой-то курс, когда вы слышите призывы
каких-то священнослужителей, неважно какой религии, любой, когда вы едете к какому-то гуру, вы всегда знаете, с чем сравнить. Настраиваетесь, задаете вопрос, пишите на листочке, какое состояние излучает этот человек, из какого уровня сознания. Тестируете, слушаете, если оно соответствует этому или близко к этому. Да, то есть то, куда вы едете, приведет вас туда. Но, я вас уверяю, 90% случаев вы услышите другое. И, как я говорил о том, что самое важное, чтобы вы сами научились разбираться. И в начале курса я предлагал вам довериться, то сейчас я вам говорю, хватит доверяться, можете проверить. И вы можете спросить, из какого состояния сознания, что излучает этот человек, который вам вот сколько рассказывал, записывал видео. И если оно не соответствует божественным вибрациям, вам просто незачем это смотреть, изучать. Просто забудьте это как какую-то ненужную информацию. Если же вы услышите соответствие, примите это и живите этим. Это приведет вас действительно к нашему предназначению. Хотелось бы еще сказать то, что, возможно, не сразу получится прям вот каждый раз прочувствовать вот состояние вибраций, поэтому я вам подскажу еще такой инструмент небольшой на будущее. Если не можете разобраться, потому что человек, он, как вам сказать, все-таки пока он не пришел к чистой святости, он неоднородный, у него может быть и духовные вибрации, и тут он загрузился присутствовать другие вибрации, и не будучи экспертом пока трудно разобраться, но вы всегда можете спросить, а из какого уровня сознания человек как бы вещает, на каком уровне сознания у него вибрирует в принципе. И я условно, как вы помните, мы видео смотрели, вот, условно себе задаю этот вопрос, настраиваюсь на состояние сознания человека. И у меня как бы такой столбик, где внизу у нас идет Муладхара, то есть материальный мир, и вверх поднимается. И я вот как бы прощупываю, есть здесь, есть, выше поднимаю, есть, 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 есть. И вот где этот столбик заканчивается. Если сознание ниже вот этого центра, то есть здесь, 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 а это будет в большинстве случаев, вы сами понимаете, если хотя бы на анахате, то это хотя бы, знаете, человеческий уровень. Это не божественный уровень, но хотя бы, скажем так, человек душевный. Но зачастую это еще и ниже, потому что там либо включается либо фанатизм, либо корысть, либо еще что-то, и сознание более низких вибраций. На этом уровне уже можно о чем-то разговаривать. Скорее всего, это псевдодуховное состояние, то есть когда человек действительно соблюдает какие-то правила, действительно хочет устремиться к Вышнему, но он не нащупал состояние духа, дух не проводит, сознание как бы направляется, оно такая деятельность немного от ума, это вся, но она хотя бы, как вам сказать, этот человек хотя бы каким-то моральным принципом действует. Здесь сознание находится, здесь уже проявляется какое-то действительно духовное состояние, и этот человек может действительно передать какое-то духовное знание. Но сознание еще здесь, как правило, если оно останавливается, не лишено, скажем, некой ментальной зацикленности, зависимости. И только здесь или выше над головой это источник действительно божественного сознания, но это большая редкость. Мы говорили о том, что вот, хотелось бы тоже такой момент еще добавить, что задача храмов, задача всех религий как раз вести людей к вот этому состоянию.
И по факту в православных храмах сохранилось это состояние благодаря излучению мощей святых, благодаря излучению икон. Но тоже получается это внешнее. Сами священнослужители должны нести это состояние. Но, как правило, они эксплуатируют это. И ты смотришь там одни там, вот у нас там выселяют, забирают нас в храм, там и во имя там Иисуса Христа призывают людей, подсаживают это на это. Обязательно нужно приплесть во имя Иисуса Христа, иначе никак. Но смотришь, а у человека сознание на сватхистане, то есть на корысти чисто сидит, от кормушки отгоняют, и он призывает людей, зазомбирует их вот этим еще своим говором, сестры, там, братья, а духовно не несет. А человеку, которому трудно разобраться, который находится уже в фанатическом понимании божественного, он уже начинает, вот, да, надо вот слушаться, и не понимает, что делает. Здесь вот, например, есть более утонченное такое вот понимание. Вот в Соединенных Штатах Америки, как ни странно, люди многие очень набожные. Церкви на каждом шагу, на каждом квартале прям церковь. Какие-то названия, которые даже трудно все запомнить, у каждого своя церковь. И казалось бы, ну, значит, должно быть состояние божественное. Заходишь туда, а божественного состояния там нету. Манипура. И обратите внимание, то, что да, там хорошие люди, да, они занимаются благотворительностью, да, они могут даже в материальной сфере помочь, да, они даже молятся, но настраивайся на эту молитву. А молитва потребительская или такая вера чисто волевая, очень часто слышно, не во всех церквях, но в некоторых я даже слышал, такое вот затянуть, подсадить всех для из корыстного какого-то мотива. И когда ты разговариваешь с человеком, скажем так, вот как говорил Христос, я пришел не к праведным, но грешным. И когда разговариваешь с человеком, скажем, невысокого социального статуса по каким-то причинам, кто-то пьет, кто-то там какие-то другие моменты, и ты ему говоришь, ты знаешь, ты не в духовном состоянии, ты хочешь туда вернуться? И человек говорит, ну да, типа, говорит, так вот у меня вот так вот получается. И с ним уже как бы можно разговаривать, потому что он это признает. А с этими же друзьями разговаривать практически невозможно, потому что начинаешь им рассказывать о духе, о божественном состоянии. Он такой, стоп, а куда? И тут очень утонченная такая форма эго. Мы же уже хорошие. Я же уже сколько ж пожертвовал. Я свою церковь построил. А тут мне говорят какое-то состояние, оказывается, уже ж как бы рассчитывают, что я там уже, ну как-никак, ну как-то с Богом уже на короткой ноге. А оказывается, нет. И эго такое тонкое, такое, раз, все, остановка. Не, все, это нам не подходит, эти все истории, не хочет принимать. Я же благотворительный, я же сколько пожертвовал, сколько раздал людям, но это жертвенность, это раздача от избытка. А поставь сейчас этого человека в сознание-то на манипуре у него, так как он этого всего и добивался, поставь его сейчас в другие обстоятельства, и он снова полезет всем по головам, так как он это и делал, пока приходил к этому материальному благосостоянию. Просто сейчас обстоятельства позволяют ему быть вот добрым таким и хорошим. Природа не преображена. И то, что пожертвовал, ну хорошо, да, действительно, есть в этом мире некие механизмы, которые, скажем так, то, что называется закон причинно-следственных связей, в каком-то примитивном понимании, что кто жертвует, тому тоже как бы дается. Но туда ты ничего не заберешь. Мы говорили о том, мы нарисовали о том, вот, путешествие нашего сознания. И цель всей этой вселенной и нас с вами, пребывание здесь, это прийти к вот этому подобию, к этому состоянию. Если ты ушел на уровне Манипуры или Сватхистана,
Ты придешь сюда второй раз на уровне Манипуры и Сватхистана, сколько бы ты ни жертвовал. И только если ты пришел к вот этому, ты действительно стал этим, и ты действительно обрел ценность в вечности. Возможно, немножко длинное видео, но это было очень важное для вашего понимания, и вы действительно, я думаю, после этого сможете понять. Все от гуру там в Индии там и так далее, все священнослужители, которые там призывают, какие-то там операции благословляют, настроили, послушали, и вам сразу ответ. Ну, буду говорить, как есть очень часто, даже не человеческое, даже демоническое, ну, прошу прощения, ну как есть, демоническое состояние. И еще один нюанс и заканчиваем. У вас может появиться вопрос. Мы говорили о том, что вот состояние Манипуры, состояние Сватхистаны, то есть растительного, животного мира, что сознание все-таки ближе к Богу. И вы можете задаться вопросом, так, если у них сознание Манипуры, Сватхистане, то есть они ближе к Богу. Вот тут нужно понять один вопрос, мы будем это разбирать позже, о соответствии. Для растительного мира это соответствующий уровень ихнего сознания. И вибрация ихняя гораздо выше, хоть она и находится на этапе развития этого центра. Для человека это большой шаг назад. И для него это уже сознание на этом уровне, это несоответствие, это уже эгоистическое искажение в сознании, которое понижает на уровень. И если для животного это нормально, и у животного даже на этом уровне работает интуиция, и какие-то, он слышит все-таки связь, какие-то принципы, то для человека это извращенное уже состояние. Вот вам ответ на все вопросы. Благодарю вас за внимание. Я думаю, после этого вы уже сможете, ваши глаза духовные начнут открываться, и вы сможете, да, еще делая ошибки, да, еще разбираясь, учась, но вы сможете уже хотя бы понимать, как все устроено, чтобы там во имя Аллаха, во имя Мухаммеда, во имя Кришны вас не водили больше за нос, и вы понимали, где истина, а где вот это вот все, что подмена этой истины. До встречи, друзья. Благодарю вас.